Один человек пропал, другого нашли мертвым в лесу. Одного поместили обратно в спецпсихушку заключенные. Подвергается таким пыткам, он стонет, лежит вот на этой шконке. Просят проявить к нему жалость, развязать его, дать питья хотя бы. Там больше половины по политическим и прочим соображениям содержится. Лечение это так вот, условно можно назвать. Это больше наказание и пытки. Сперва я служил по контракту в строительных войсках в городе Санкт-Петербург и в его регионе. После того, как я был по организационно-штатным мероприятиям по сокращению, точнее, уволен с вооруженных сил, я поступил на службу в исправительную колонию номер 4. Я сначала был по собственному желанию переведен с исправительной колонии Ленинградской области в следственный изолятор номер 1, в так называемые знаменитые кресты города Санкт-Петербург, и проработал там 1,5 или 2 года, и приехал уже в Казань, после того, как по собственному желанию был уволен с этого учреждения, а точнее и уже из системы. В Казани я не был принят ни в одно из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. И в этой связи вы вынуждены были обратиться уже в психиатрическую больницу? Да, я туда тоже приходил. Там же 2 отдела кадров. Один набирает сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, что при УФСИН по Республике Татарстан. Я туда не был принят, даже на нижестоящую должность. Естественно, они работают наряду и с работниками здравоохранения, так называемого. Работники карательной психиатрии имеют свой отдел кадров. И потом я решил, думаю, ну раз я не принят, допустим, ни в одно из учреждений ФСИН, кстати, в полицию меня тоже нигде не приняли, ни в милицию, ни в полицию по Республике Татарстан. Вот я и решил проявить смекалку, ухитрившись, взял должность гораздо ниже даже младшего инспектора уголовно-исполнительной системы, должность санитара. То есть это младше, чем медицинская сестра даже, медперсонал низшего уровня. Там я проработал 6 месяцев, ровно полгода. Во время моего пребывания в качестве работника медицины я видел много нарушений прав так называемых заключенных пациентов, которые попали туда просто страдать. Мною было расписано в ряде пунктов, когда я обратился к так называемым правозащитникам этой организации, которые даже посмеялись надо мной, когда сначала в устной форме я объяснил им, кто там содержится и какие пытки в отношении них применяют работники карательной психиатрии, а также сотрудники ФСИН, обеспечивающие охрану, режим и контроль над заключенными пациентами этого злачного места. Они сказали, точнее вот эти вот работники организации, так называемые правозащитники, аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, ну и пусть страдают, это же хорошо, это же вон преступники. Я говорю, да там больше половины по политическим и прочим соображениям содержатся, которые неугодные люди были на воле, а теперь уже и в неволе их прессуют. И ваше право, раз вы, точнее, ваша обязанность защитить этих людей по изложенным мною доводам. А они вместо того, чтобы провести хотя бы проверку, опросить вот тех людей, которые уже там были, которых я указал им в качестве свидетелей, не тех, которые там находятся, чтобы обезопасить их, по крайней мере, дальнейшее там пребывание, хотя оно и так небезопасно, а тех, что уже на свободе. Эти сотрудники, вот эти вот правозащитные, лжеправозащитные организации, которые посмеялись надо мной по факту моего прибытия с такими вот соображениями, они сдали меня силовикам, которые в свою очередь возбудили в отношении меня уголовное дело за якобы заведомо ложный донос, дачу заведомо ложных показаний, клевету,
унижение чести и достоинства и деловой репутации юридического лица как работника как в карательной психиатрии, так и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Я унизил, опозорил их, оказывается, этим самым. Сначала меня вызывали в прокуратуру по Советскому району города Казани. Там мне выносили мозги, угрожали мне, собирали материал на меня. А потом и Следственный комитет. Я стал вызываться по тому же району города Казани. По телефону. Позвонила мне девушка и говорит: вот вам надо явиться, но так просто беседа будет. Я уже понял, что это будет за беседа. И моя была ошибкой то, что я вообще туда поехал без повестки. Так мне интересно было посмотреть. Я говорю: ну вы же статьи там писали, вы публикации делали, потом правозащитную организацию обратились там с заявлением. Ну, придите, вот просто расскажите там это. Вот я пришел туда, у меня сразу отобрали паспорт, она забрала паспорт и отнесла его в соседнее помещение, когда я в кабинете у нее сидел, где его там начали копировать, перекопировать. В общем, у меня изъяли паспорт и сказали: паспорт ты не получишь до тех пор, пока не выполнишь наши условия. Либо уедешь в КПЗ. Сразу отсюда. А условия их были таковыми. Была допрос, беседа проведена со мной. Мне угрожала эта девушка. Тем, что сейчас прямо до суда меня арестуют, увезут. Типа век воли не видать там. И заставила расписаться как в протоколе допроса, так и якобы мною написанном объяснении, в объяснительной, где все против меня. Но главная моя ошибка была это не то, что я туда прибыл, а то, что я указал ей имена, фамилии пострадавших, которые уже освободились и готовы давать показания. Вот это была моей большой ошибкой. С этими людьми просто поработали уже в дальнейшем. Один человек пропал, другого нашли мертвым в лесу. Это я заявляю официально. Одного поместили обратно в спецпсихушку на принудительное лечение. Одного запугали. Я с ним созваниваюсь, он говорит: извини, ко мне приходила полиция, сказали, что если где-то что-то будешь говорить, мы тебя порешаем. Твоя жизнь на этом закончится. Все мои свидетели разлетелись как мухи. Кто куда, кто-то на тот свет, кто-то в ад отправился. В ад я имею в виду вот как раз вот места лишения свободы обратно. После того, как была проведена допрос-беседа со стороны вот этой вот девушки, следака, я с мешком морального груза отправился, естественно, восвояси. Мне вернули паспорт мой, да. Я был просто вынужден расписаться в этих документах, которые были против меня. Не выезжай из города, последние слова были вот этой вот следачки. Вызовем мы еще тебя, готовятся материалы твоего уголовного дела. Дальше будет суд. Параллельно сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний подали иск в гражданском порядке в суд о нарушении чести, достоинства и деловой репутации юридического лица. Хотя от истца я и особенно заключенные пациенты страдают куда в большей мере. На моей памяти, когда я прибыл в учреждение работать, я проработал где-то около месяца. Очередной, подчеркиваю, смертельный исход был в одном из отделений в этой тюремной спецпсихушке. Правильно она называется Казанская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением при управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан. Пациент не выдержал пыток, находясь на вязках. Он пребывал там долгими неделями. Что значит пребывать на вязках? Это происходит так. Неугодного человека
ну, которого нужно наказать. Сначала избивают, потом раздевают догола. Либо наоборот, его могут раздеть догола, а потом избить. Сотрудники ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, которые обеспечивают там охрану и режим по территории тоже ходят, учреждения, не только по периметру. А также работники карательной психиатрии. Это младший медперсонал, средний, ну и старший это уже, которые контролируют всю ситуацию, это врачи, там, главврач. Пациент избитый и уже под воздействиями этих препаратов, у него ослабленный организм, силком укладывается на специальную шконку, которая находится в отдельных палатах для штрафников, как для пыток и для наказания. Эти палаты камерного типа там расположены. Обычно там 2 шконки на небольшое помещение расположены. Пол обычно кафельной плиткой покрыт, ну, чтобы, если что, там убирать было проще. Там же и он под себя ходит, там, но все льется. Обычно человек лежит голый, без трусов, на клеенке, его стягивают ремнями, веревками, привязывают к этой шконке. По распоряжению работников этого учреждения, медиков и силовиков, другой пациент, ну, скажем, который работает на администрации учреждения, помогает в помощь, которая в преданных силах получается, из ложки кормит дешевой углеводной пищей другого больного, который часто просит дать ему питья и развязать его, а вместо питья получает дешевую пищу в качестве наказания и дальнейших пыток. Он же подставляет под него медицинское судно, ну, если успеет, когда потребуется. Он же там убирает все, этот пациент, который привлекается к таким видам работ. Человек, который, пациент, заключенный, подвергается таким пыткам, он стонет, лежит на этой шконке, как я уже сказал, просит проявить к нему жалость, развязать его, дать питья хотя бы. А над ним еще больше глумятся. Периодически за ним наблюдают, смотрят в эту палату, заглядывают туда сотрудники ФСИН и медики. Это может продолжаться сколько угодно. По закону это положено не больше 2 часов. Допустим, буйный пациент, как это полагается по закону, подвержен, скажем, даже не к пыткам, а к фиксации на кровать, на шконку. Да, но не больше, чем на 2 часа. Но если буйный, там, допустим, что-то случилось, если реальный больной, а не какой-то там политический, кинулся там, допустим, по беспределу на сотрудника медперсонала или еще на кого. Его привязывают там, все там, типа, мол, успокоился, там, на 2 часа привязали, развязали, все. А здесь долгими днями, неделями, и бывает больше месяца человек пребывает на этих вязках. На моей памяти я месяца даже, может быть, не проработал еще, а уже первый смертельный исход был. Тенденция смертельных исходов там великая. Но дело в том, что лучше, если и умереть, так сразу. А тут такие пытки. Как говорится, лидеры средневековой инквизиции позавидовали бы современным методам пыток. Дело в том, что ему еще и вдобавок колят всякие сильно действующие препараты в лошадиных дозах. И человек сразу или постепенно лишается жизненно важных функций и рассудка. Организм становится вялым и больным, иммунитет ослабленным. И какие показания, если даже он освободится, он будет давать на волю, и каким он вообще выйдет, если он выйдет вообще на волю. Здесь нет конкретного срока пребывания пациентов, заключенных пациентов. А пичкают этим препаратами только каких-то провинившихся или... Провинившихся дополнительно уже, дополнительно. Там практически всех. Но я, как уже сказал, если есть подогрев с воли, а освобождение заключенного пациента может случиться быстрее. Либо его невольная жизнь там будет чуть легче. Если, конечно, эти злорадные руководители учреждения, а это главврач, в лице главврача и его помощников, и так далее, и руководителю от силового ведомства ФСИН не обманут очередных плательщиков.
которые, допустим, готовы платить, лишь бы своего родственника, знакомого, близкого, любимого вызволить с этого учреждения. Либо чуть легче сделать его там жизнь, пребывание. Так, и вы по этому поводу написали жалобу, да? Да, что провели проверку. Я хочу заметить то, что в силовые структуры, так называемые правоохранительные органы, заявление о преступлении я не обращался и доказывать здесь ничего не обязан. У меня есть ряд потерпевших, которые освободились. 4 которые из них закончили, можно сказать, трагически. Туда поступают люди, те, которые не угодили коррумпированной власти на воле, полицейских, препятствовали, допустим, какой-то незаконной деятельности работников полиции, прокуратуры, Следственного комитета по Республике Татарстан. Ну, конечно, есть там заключенные пациенты, которые из других регионов доставляются по этапу для отбывания наказания и содержания в этой клинике. На принудительное лечение помещают туда. Лечение это так вот, условно можно назвать. Это больше наказание и пытки. По поводу сына миллиардера, которого зовут Егор Сосин, что за убийство своей матери был туда направлен по решению суда на принудительное лечение, я могу сказать следующее, что людей, у которых есть какие-то связи на воле, их можно оттуда, скажем, вытащить за деньги, как это часто бывает. Мне товарищ один сказал, что мы оттуда человека достали. То есть по решению суда специально признали его психически нездоровым. То есть бывает наоборот, когда человека надо признать психически нездоровым и туда направить на всю жизнь, чтобы он там и скончался. А здесь наоборот, они признали его психически нездоровым, чтобы оттуда его достать с помощью денег. Ну и с помощью связей, чтобы договориться с главврачом, тем же самым. Хамитов, там главврач. И потом он там полгода пробыл, как сыр в масле катался, естественно, кто его там трогал. Мы его обратно, говорит, на волю. И все, человек нормально себя чувствует сейчас за убийство. А люди, естественно, положительные, там, которые по политическим и прочим соображениям, из-за квартир своих, которые остались у них на воле, которые уже не их квартиры, у них забрали эти квартиры, они отбывают там наказание и страдают. Один из мужчин, который оскорбил полицейского, он оскорбил его не просто так, тот применял к нему необоснованно, скажем так, грубую физическую силу при задержании. Задержание тоже необоснованно, незаконно было. Он сказал, что вы делаете, на каком основании на меня пытаетесь надеть наручники. Там было несколько полицейских. И за оскорбление одного из них его туда упрятали. Их можно разбить на несколько категорий даже, вот этих людей. Он одинокий, не имеет родственников в Казани. Если человек слишком старый, немощный, слабоумный, его проще за город увезти. Вот. А дальше его держать там взаперти, он загнется, и дело будет с концом. Его там и похоронят. Если человек еще способен самостоятельно передвигаться, рассуждать, но он является одиноким, социально незащищенным, друзей нет, родственников тоже, он один в Казани, он попадает в поле зрения полицейских, татарстанских, казанских. Дальше его начинают обрабатывать, эпизод ему шьют, эпизоды уголовных дел какие-нибудь. То есть есть ряд примеров. И потом следственные действия после задержания и ареста. Ну и назначается ему вот эти вот судебно-психиатрические экспертизы. Человек признают неадекватным, психически больным, шизофренией и туда направляют. Типа вот он, мол, совершил преступление, общественно опасен. А дальше его следы теряются. В его квартире живут уже люди, которые уже купили. Купили, а потом сделали ремонт и перепродали уже
как говорится, эту квартиру. Но они сами, покупатели, могут и не знать историю этой квартиры. Они с подачи, естественно, другой власти были проданы такие квартиры. Я находился на должности, что гораздо ниже по должности, по статусу даже младшего инспектора ФСИН. Максимально, что я мог для них сделать, это по их просьбе выпускать их в туалет. В камерных вот этих вот палатах с металлическими дверьми, закрываемых на ключ, унитазов и раковин нет. Пациентов выводят в определенное время в туалеты. И бывает, что бедняги с измученным организмом от пыток и уколов сотрудников карательной психиатрии, а также от избиений со стороны работников Федеральной службы исполнения наказаний, организмы у них измученные и вялые, они табуном по коридору несутся, бедняги, в туалеты, где одновременно по 2, а то и по 3 человека умудряется использовать один писсуар. В туалетном помещении скапливается большое количество народу. И каждый ждет своей очереди, чтобы помочиться. Бывает, не до каждого она может дойти даже, эта очередь. По команде загоняет всех обратно в палаты. Потом вводят другую палату. Также они табуном, но кто еще способен, как говорится, туда, так сказать, бежать по коридору. Он бежит. Пациент вынужден, находясь в этой камерной палате, терпеть, либо помочиться в пакет. Естественно, от пакета с таким содержимым стараются быстро избавиться. И зачастую выбрасывают просто в форточку. Я знаю один из случаев, когда заключенный пациент выбросил как раз вот такой вот пакет, содержащий мочу, также в форточку. Рядом, поблизости, у фасада зданий внизу стояли несколько инспекторов Федеральной службы исполнения наказаний. Они стояли, да веселясь, болтали. Но в этот миг как раз рядом с ними падает вот этот вот пакет с мочой. И с эффектом хлопка разбивается об асфальт. Сотрудников уголовно-исполнительной системы, младших инспекторов, коснулись всего-то брызги. А вот этого так называемого шалуна оперативно вычислили и наказали. Еще перед тем, как его распяли, то есть, я имею в виду, положили на вязки, избили, раздели догола, а потом силком, как я уже сказал ранее, поместили в отдельную шконку, на отдельную шконку положили, где в палате для штрафников, чтобы другие больные не смогли облегчить наказание вот этого наказуемого, провинившегося, так сказать. Положили на эти самые вязки избитого и вводили ему дополнительные вот эти вот препараты, при котором организм у человека просто разрушается. Он орал, просил развязать его, дать ему питья. Он мучился долгими неделями. Выжил ли он, конкретно вот этот пациент, мне неизвестно. Но, как я уже говорил, смертельные исходы при таких муках здесь случаются периодически. И очень часто, к сожалению. Чем я еще мог помочь этим пациентам, если я, открывая дверь им в туалеты, получал угрозы оскорбления со стороны работников вот этой вот карательной психиатрии и Федеральной службы исполнения наказаний. Зачем ты, мол, открываешь им дверь? Пусть они страдают, они должны терпеть, страдать. А ты им выводишь в туалет. Там малоподвижный образ жизни, там пичкают препаратами людей. У многих из них простатиты там, но это частые позывы на мочеиспускание. А он там столько часов находится и не может в туалет сходить, потому что дверь закрыта, его не выпускают. Ему отвечают матом. Дело в том, что я находился на низшей должности, должность санитара, в кабинетах с руководителями, водку не пил там. Познать тот факт, куда основной массив пенсионных сбережений, который на лицевых счетах находится там у заключенных пациентов, уходит, я затрудняюсь ответить ввиду того, что просто не было доступа особо к информации.
Да, были там некоторые люди, которые жаловались, что вот у них вроде пенсия идет, а потом раз куда-то деньги там, но пропадают. Но мне не удалось отследить, куда. И я хочу лишь сказать, что там есть так называемые ларьки, где продукты доставляются в это учреждение, не те, которыми снабжают от государства продукты, где положено там 3 раза в день прием пищи. Но полдник еще есть для пациента заключенного, где там вот эта вот еда, можно сказать, наполовину съедобная, там дешевая углеводная пища дается, можно сказать, бесплатно. Там есть ларек, где можно заказать себе какие-либо продукты, консервы там и так далее. Ну, консервы, естественно, открываются сотрудниками, а дальше они вываливаются в пластиковые баночки. И потом их выдается, вот, скажем, во время ужина, полдника там, по заказу. Цены там астрономические. То есть это уже грабеж. То есть там во много раз дороже, чем в дорогих магазинах в Казани цены. На территории вот этой вот казанской тюремной спецпсихушки велось строительство нового корпуса на территории учреждения. Бригада рабочих строителей была вольнонаемной. Сотрудница медперсонала, она вела в одном из корпусов, вела по подвальному помещению, по полуподвальному помещению, там цокольный этаж есть, одного из таких вот вольнонаемников, рабочих, который в своей одежде и со своей внешностью, дебильной внешностью явного быдла, запросто мог сойти за пациента этого учреждения, за пациента, которого выводят из палаты для таких вот работ, как бесплатную рабсилу на территории учреждения. Но, естественно, это выгодно, чтобы он там и плитку клал, если он там плиточник на воле был, либо подметал, либо еще что-то делал, но прочие работы в канализации там возился. Есть такие, которые выводят с отделений, которые еще могут работать и нам заставляют. Некоторые сами хотят, чтобы в отделении не сидеть. Это больше приоритет для них. Он больше любит подвижный образ жизни, а там вот как. Не всех выводят, и не всех те, которые выводят, они хотят работать. Или наоборот, те, кто хотел бы, там, чтобы его вводили, его не выводят. Вот так вот. Система наказаний. И вот ведет она этого вольного рабочего, указывая ему дорогу в туалет. Вон его там вот завернете, вон там, вот там дверь будет. Едва она это сказала, данный вольнонаемный рабочий, гражданин, дошел до вот этой двери. В тот момент, когда сотрудница медперсонала была еще рядом. А поблизости стояли 2 инспекторов Федеральной службы исполнения наказаний. Вот такой вот, в камуфляжной, в синей форме, с экипировкой, с резиновыми дубинками. Которые и приняли вот этого вот вольного рабочего за пациента, которого вводят вот на эти вот как раз вот работы. Едва он приоткрыл туалетную дверь, чтобы в нее зайти, а туалет там был для сотрудников учреждения, общий туалет. Там мужчины и женщины могли заходить туда. Они на него набросились, применяя грубую физическую силу и нецензурную брань. Они не сразу вникли в смысл криков вот этой вот работницы в белом халате. Медсестра там или кто она была. Да вы что? Это же не пациент. Это же вольный рабочий. Оставьте его. Не бейте его. Когда уже понимали они, что облажались, вот эти вот 2 инспектора, что ошиблись, даже не извинились пред попавшим в жуткий страх мужчины, они поспешили, как хитрые всиновцы, покинуть этот коридор. А мужик вот этот вот рабочий, он уже забыл, зачем в туалет пошел. Лучше потерплю, он подумал.
потерплю и, не знаю, тоже ушел в другом направлении. Зато он понял, познал, что попадать сюда в качестве невольного пленника, это значит потерять все, поиметь крах собственной личности, быть ничтожеством, у которого нет никакой защиты, которого избивают, уничтожают как личность, уже уничтожили как личность. По поводу строительства вот этого нового корпуса, где из бюджета выделили для, естественно, вот этой спецпсихушки казанской деньги немалые. Мне известно то, что нулевой цикл возводила бригада из соседнего региона. Соседнего региона с нашей республикой, Татарстаном. Одна бригада рабочих, вольных строителей была. Нулевой цикл возводили. Потом другая бригада была, тоже вольных рабочих. Эти бригады кинули на деньги. Как говорили еще сотрудники медперсонала, между собой общались. Ну, айда Рустем Радикович Хамитов. Ну, это главврач, молодец. Но большие деньги делает даже вот на вольных рабочих. Ну, насчет финансовых махинаций, здесь ответственность, естественно, должен нести. Это главный врач Рустем Радикович Хамитов. Не без его ведома и согласия, это 100%, скажем, пострадали вот эти вот рабочие, кинутые на деньги. То есть он никак не мог не знать об этом. Потому что рабочие же, естественно, они тревогу поднимали. Об этом вся больница говорила вот эти вот между собой. Медицинский персонал разговаривал, кинули рабочих. Кто-то позлорадствовал, посмеялся, кинули, да и черт с ними. Кто-то там посочувствовал. Насчет пыток, естественно, команда будет дана, не сами же эти руководители бьют, там используются младшие инспектора для этого. Дадут команду, и даже и без команды там знают, кого надо прессовать. Практически занимаются это многие, как и работники карательной психиатрии, которые вводят вот эти вот, инъекции, сильнодействующие препараты вот этим беднягам, заключенным пациентам, а также их колотят и избивают. Ну и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, инспектора, младшие инспектора, как говорится, исполнители вот этих вот. Например? Палачи, да. Был случай, это перед моим увольнением, как раз вот я находился на территории учреждения, на хоздворе, хозблок там есть. Там есть такое вот, возле свалки, там мусорка есть, куда отходы, скажем, вывозятся заключенными пациентами, которые выводятся как бесплатная рабсила на вот эти вот работы. И 2 заключенных пациента были мне выделены для того, чтобы я с ними находился, когда они работали весь день. Там с утра я их забирал, я был временно поставлен на это отделение и прикреплен к ним. А вечером я их, скажем, обратно в отделение, скажем, свое отправлял. Расписывался, все, типа сдал, принял. И вот в один из дней они как раз вот работали на этом хоздворе, хозяйственном дворе. В одном из гаражных боксов, он был открыт, вот эти рольставни подняты были, все двери. И заключенные пациенты, когда уже со столовой, там, с пищеблоком дела поделали, помои там слили, они убирали как раз вот гаражный бокс, подметали, мыли там вот это вот асфальт. Младшие инспектора, вот эти вот в синих пятнистых камуфлированных формах с резиновыми дубинками, они находились на территории как раз вот этого хозблока. Они же по учреждению тоже ходят. И заходят вдруг в эту гаражную блок-секцию. Подходит к пациентам, к одному из пациентов, отводит его дальше, где лестничная площадка, чтобы особо не светиться. Я стоял рядом, и при мне
начинают избивать пациента, с которым я работал. Я сказал, что вы делаете, и там меня ударили. То есть его побили, нанесли несколько ударов резиновой дубинкой, может там что-то провинился, но опять-таки провинился как условно, так скажем, провинился. Может быть, не так посмотрел на кого-то или еще что-то, может быть, не захотел, например, где-то что-то выполнять какие-то работы. Одного зовут Алмаз Аминов, младший инспектор, а другого Роман Хайруллин. На территории учреждения много работает младших инспекторов, а также сотрудников медицины, то есть карательной психиатрии. Фамилии многих я не помню, но практически садистские наклонности у многих там. Они для этого и пришли, скажем, в это учреждение, чтобы и деньги иметь хорошие, неплохие, и плюс еще, скажем, иметь возможность доминировать над людьми. Прессанули меня также по распоряжению руководства Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан. На тот момент был Дауфит Хамадишин, начальник УФСИН по Республике Татарстан. Насколько мне известно, именно он также дал распоряжение меня прессануть. Дело в том, что буквально до того, как меня прессанули, попугали, они сказали, ты отсюда не выйдешь, все ты как заключенный пациент, там это будешь. Я еще удивился, что я вообще оттуда вышел. И я ведь опубликовал несколько статей. Одна вышла в северо-западном, как говорится, округе Российской Федерации. В Санкт-Петербурге, московском комсомольце, там, она охватывает ряд еще регионов. Вышла статья как раз о пытках в этом учреждении, о содержании и наказании заключенных пациентов. А потом уже и, скажем, в Приволжском федеральном округе тоже вышло несколько, скажем, статей в разных газетах, которые также говорят, в каких условиях содержатся люди и о том, что я познал, скажем, находясь на работе санитара в этом учреждении. То есть, естественно, на меня еще и до этого прессинга были, скажем, попытки меня наказать. То есть мне угрожали, оскорбляли меня сотрудники, скажем, учреждений, как медики, так и вот эти ФСИНовцы. Ну а там уже это, возможно, даже было избиение вот этого заключенного с тем, чтобы иметь предлог прессануть меня, когда я скажу им там стоп, что вы делаете? И вот под этим, скажем, макаром меня и прессанули. Вот. По распоряжению, скажем, руководства УФСИН по Республике Татарстан, чтобы меня запугать. Мне врезали пару раз вот этот так называемый младший инспектор Алмаз Аминов и так называемый инспектор младший Роман Хайруллин. За то, что я сказал, что вы делаете, зачем вы его бьете, я говорю, это же человек, я говорю, в чем он провинился? Не такими методами надо воздействовать, даже если он в чем-то провинился. А он даже и не провинился ни в чем. Но меня побили, заявление на увольнение у меня уже было написано ранее. То есть это не связано было с моим увольнением. Я уволился по собственному желанию. Здесь можно сказать, что современная структура, то есть уголовная исполнительная система, как и вот эта вот карательная психиатрия, не подразумевает, даже если человек туда попал не по ошибке, не по фабрикации эпизодов уголовных дел, а действительно совершил какое-то преступление, и эта система не подразумевает исправление этого человека, а подразумевает наказание и просто уничтожение его как личность. И цель этого, скажем, поглумиться над ним, забрать у него все последнее, что у него осталось на воле или при себе, лишить его здоровья, а то и вообще жизни, по крайней мере, свободной жизни он не увидит долго, либо вообще никогда не увидит. Карательная система, она, скажем, была давно, а сейчас это все больше прогрессирует. К сожалению, я как санитар заключенным пациентам помочь мог только лишь очень в маленькой степени. Например, открывая им двери в туалеты, то
получая за это сполна со стороны работников учреждения. Угрозы, оскорбления и вот побои.